Привет, мои хорошие. Пришла к своей приятельнице. Детки спят. А я пока решила рассказать одну штуку. Характер. Характер. Я как-то в одном видео говорила. Хотела, чтобы попугай замолчал. Он не хочет молчать. Ладно, рассказываю. Сейчас многие говорят о том, что акцент делают на негативных своих качествах, чтобы мы отслеживали свои негативные качества, их записывали, потом с утра их читали и их прорабатывали. Я категорически с этим не согласна. Просто-напросто категорически. Я как-то давным-давно, наверное, в 2013 году, занималась у Алекса Яновского. Он и бизнес, и психологию, все-все много преподает. Мне прям не жалко его рекламировать даже. И он мне обещал соединить материальное и духовное. Полгода я у него занималась, полгода. Не было еще ни одного такого тренинга, с кем бы я сидела так долго и серьезно занималась. Вот я от него тогда услышала, и у меня тоже все перевернулось, когда концентрируетесь на своих хороших качествах, выписываете их. И каждый раз, глядя на них с утра или как в обед, прорабатывайте их. Есть еще, это будет намного продуктивнее. Есть еще, говорят так, что ты относись к людям так, как ты бы хотел бы относиться, как ты бы хотел, чтобы они относились к тебе. Для меня это раньше фраза такая была: да нет, это не работает, потому что я вот так к ним отношусь, а ко мне в обратку. Еще раз повторю, относись, это я, то бишь, относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы они к тебе относились. Там не говорится, что они тебе ответят так же. Там нет, там говорится, идет разговор за тебя лично, за нас, за каждого, за тебя, за тебя, за тебя и за тебя. Понимаете, о чем я говорю? Вот и относись так. Если тебе не нравится, что тебя обманывают, не обманывай. Если ты считаешь, что тебя не любят, люби. И так далее, и тому подобное. Продолжайте это все. Не надо ждать обратку. Не надо там в себе копаться, выискивать, какой же я нехороший. Люди за тебя скажут, какой ты нехороший, даже если у тебя 7 пятей во лбу. Люди за тебя скажут. И я наткнулась на такую информацию. Я еще покопаюсь в интернете, и я, возможно, найду этот эксперимент. И он, как говорится, заставит задуматься. Почему я считаю, что это неправильно концентрироваться на своих недостатках? Мы сами можем из себя откопать, люди могут откопать. Нет. И вот сейчас я так хорошо, я всегда выписываю, чтобы не ошибиться. Чтобы не ошибиться. Это ментальность языка нашего, русскоязычного. И вот смотрите, лингвисты исследовали словарный запас русскоязычного человека на слова «характер личности». Пожалуйста, послушайте внимательно. На слова «характер личности». На положительные и отрицательные. Парадокс сейчас скажу вам, мои хорошие. А парадокс в чем? В нашем языке больше отрицательных характеристик личности, чем положительных. Мы чаще видим плохое, нежели хорошее. И отношение к себе такое же. Поэтому, я понимаю, люди могут ошибиться и сказать: ищите у себя эти плохие качества и их исправляйте. Плохие качества – это всего лишь навсего привычка плохая. Всего-навсего. Как же я вот всегда это забываю. Я еще в 8 классе, помню, написала это. Давным-давно. Посеешь мысль, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь судьбу. Посмотрите, какая цепочка идет, да? Так что наш характер из наших привычек. Плохих или хороших, это вы уже сами себе даете характеристику. Но мои хорошие не надо выискивать. Я же говорю, да, если хочешь, чтобы как к тебе люди относились, относись ты к ним так.
так просто. Отношения– это то, как я отношусь к людям, но абсолютно не так, как они ко мне. Я запускаю в мир, понимаете? Я запускаю в мир положительное. Мир мне этим и отвечает. Это же зеркало, правда же? Для меня это правда же. Для многих могут быть и не согласны с этим. Но подумать об этом стоит. Даже вот смотрите, лингвисты провели опыт. Давайте больше словарного запаса на положительные слова. Какой есть я, какие у меня хорошие достоинства есть у меня. Какие у меня достоинства. И развивать их. Вы столько наберете этих достоинств, какие у вас есть. Вы даже удивитесь, что какой вы хороший человек. Понимаете? А вот на этом вот концентрироваться, на этих плохих, вставать утром и читать свои вот эти вот плохие характеристики свои. И что? И их вырабатывать. Нет. Ударение на положительные характеристики. На какой я есть. И тогда все вот эти отрицательные, они сами уйдут, потому что будет больше положительных. Еще раз повторю. Отношения – это то, как я отношусь, а не как ко мне относятся. Если вы эту фразу, над этой фразой, вернее, внимательно подумаете, то вы поймете. Тогда у вас реакция исчезнет на то, что я вот сделала хорошо, а мне ответили вот плохо. Не работает этот закон. Я так говорила. Работает. Еще как работает. 100% могу сказать сейчас что это работает. Так что выписывайте. И вы посмотрите, как это трудно будет выписать свои положительные качества, свои достоинства. Потому что мы не привыкли к этому. Видеть себя, свои достоинства, видеть свои достоинства, вернее, и смотреть на положительные. Мы вечно себя критикуем, мы критикуем на основании этого, мы критикуем других. И мы в наш словарный запас, видите, лингвисты как провели эксперимент, да, добавляем все больше и больше отрицательных слов, характеризуя себя и других. Отсюда у нас такой взгляд на людей, на мир. Но повторяться не буду. Кто захочет, еще раз пролистает это и поймет. Кстати, моя любимая Шанель, гениальная женщина, она тоже говорила, скажу приблизительно, не точно, можно найти это все в интернете. Как вы ко мне относитесь, меня не волнует. Я к вам никак не отношусь. Это не отрицание. Она просто не обращает на это внимания, как к ней относится. А уж ее поливали грязью, моя мамочка моя. Что только не делали, что только не говорила. Пресса, не просто там сосед сказал, или подруга, или твой компаньон на работе. Пресса и высшее общество, такое, чтобы пережить и сказать это, я к вам никак не отношусь, это хорошего стоит. Это сила духа. Она не реагировала на это. Шанель. И если поискать, можно найти информацию эту. Так что, когда говорят, я выписываю свои плохие качества и с утра встаю, их читаю, а потом их прорабатываю, не-не-не. Попробуйте выписать свои хорошие качества. Ох, как тяжело будет, потому что не привыкли. Попробую еще поискать информацию. Это так, что первое, как говорится, мне только нажала, стала искать это. Ну, не то, что нажала, а в одном видео я увидела. Я всегда вот на такие вот листочки, они у меня всегда исписаны. Вот такие вот листочки. Услышала фразу, останавливаюсь, записываю, потому что я знаю, что рано или поздно это пригодится. Рано или поздно. И когда мне говорят, нет, кидают фразу отрицательную, а потом говорят, нет, я привыкла к положительным, ерунда. Потому что если у тебя выработалось уже положительное, отрицание не видно. Понимаете, о чем я говорю? Она уже на автомате это идет положительное. Ты уже видишь в человеке, и тебе бросается
это уже взгляд на то, что у него хорошее есть. У нас у всех очень даже много хорошего есть. А мы выпячиваем вот этот вот, какой я плохой. И я буду прорабатывать завтра, с понедельника начну, как мы говорим. И у нас это ничего не меняется, потому что мы делаем акцент именно на этот негатив. Я не ангел, и вы не ангелы тоже. У нас есть и плохое, и хорошее. Но на что мы делаем акцент, такие и есть мы. Все, мои хорошие, видео коротенькое. Пока-пока-пока. Будьте здоровы, будьте богаты. И давайте менять. Вот видите, в нашем языке больше отрицательных характеристик, чем положительных. Угу. Самим к себе, потому что мы так к себе относимся. Наш богатый русский язык, наш русский язык богатый, надо лингвистов заставить, чтобы они пересмотрели это все. Благодаря нашему опыту мы будем говорить больше положительных слов, характеристик за себя и за людей, да и вообще за все, что есть у нас. Все, мои хорошие. Опять пока-пока. Будьте здоровы, живите богато. Всего вам доброго.